Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что смотрите и следите за событиями вместе с моим каналом и экспертами, которые здесь комментируют ситуацию. Игорь Александрович Яковенко прямо сейчас на связи. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Поздравляю вас с Херсоном и всех зрителей вашего канала. Да, Да. начать не с этого сложно наш разговор, но есть масса новых деталей. По крайней мере, ну, тот, кто хочет найти какую-то конспирологическую версию того, что произошло, по крайней мере, поводы для этого есть. А, Закончились переговоры в Женеве по зерновой сделке, были конструктивные, говорят. Российская сторона будет отправлять свое удобрение и зерно в Молдову, еще в ряд стран. Вроде бы как договорились. Что это за позитивные новости о конструктиве с Россией на фоне того, ну вот, краха целей, который произошел в Херсоне? Ну, Путин на самом деле сейчас пытается посылать всевозможные сигналы Западу о том, что с ним можно разговаривать, что с ним можно иметь дело, что это очень выгодно. Значит, ну вот он недавно обратился, общаясь со своими халуями, с главой правительства, с руководителями министерств и ведомств, с депутатами, он заявил о том, что нам надо восстанавливать полномасштабное взаимодействие с украинскими партнерами. Вот вы не в курсе, наверное, Зеленский не в курсе, что он партнер. Вот когда он, значит, наркоман и клоун, а также злобный бандеровец, это означает обращение к партнеру. Вот. И когда на протяжении 8 месяцев убивают украинцев, убивают на самом деле уже мирных граждан, убиты тысячи и тысячи, разрушены украинские города, это поведение партнерское. То есть вот убийство — это партнерство. Это такое новое слово и в юриспруденции, в праве и в морали. То есть вот это новый псевдоним такого международных преступлений. Это значит партнерство. Но это ладно. Значит, что касается не только зерновой сделки, но и сдачи Херсона, это выдается как жест доброй воли. То есть, ну, типа того, что, так сказать, смотрите, мы вам Херсон сдали, давайте договариваться. Вот. Существуют какие-то конспирологические версии о том, что якобы, подчеркиваю, существуют какие-то предложения к Путину, которые Путин рассматривает, о том, чтобы, значит, ну вот, Крым там остается на какое-то время в России, значит, что-то еще там, какие-то уступки и так далее, потом, значит, там какие-то разговоры о повторном референдуме и так далее. Все это, конечно, полная ерунда. То есть, кто-то, конечно, может подобного рода вещи предлагать Путину, но я думаю, что вероятность того, что Путину это предлагают какие-то серьезные субъекты международные, там типа Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, какие-то западные, европейские крупные страны, это маловероятно, потому что Запад, его ведущие игроки, такие как США, Великобритания и Франция с Германией тоже, они уже прекрасно поняли две вещи. Во-первых, то, что совершенно невозможно договоренности об Украине без Украины. Это вот аксиома. И второе, это то, что Украина не остановится. Что Украина, вот те 5 требований, которые Зеленский выдвинул, ну, фактически это требование о полной и безоговорочной капитуляции. Полная и безоговорочная капитуляция. Потому что там есть требования не только отведения российских войск на линию 1991 года, и не только репарации, там это, видимо, сильно за $1 триллион, но и наказание военных преступников. А кто у нас главный военный преступник? Слово из 5 букв, я думаю, что начинается на П, кончается на Н. Все прекрасно знают. То есть, фактически, это предложение о полной безоговорочной капитуляции, которое, естественно, Путин принять не может. Поэтому вот та мягкая уступка, которую здесь Путин сделал, Зеленский сделал после встречи с Салливаном, это то, что он умолчал о
еще одном шестом пункте, очевидном совершенно, что никаких разговоров о мире, там, даже о капитуляции с Путиным быть не может. На это есть указ, который не отменен. Ну, вот это мягкое такое умолчание, оно на самом деле ничего не меняет. То есть, на самом деле, я думаю, что да, Путин действительно пытается каким-то образом надеть, там, изобразить из себя волка в овечьей шкуре, но выдает запах, серый хвост и клыки. То есть никто Путину не верит. То есть это бесполезно. Ну, какие-то, может быть, очень сильно испуганные люди на Западе, которые верят в то, что Путин ужасный применит ядерное оружие, он уронит там ядерную бомбу себе на ногу. Такие люди, наверное, есть, и какое-то воздействие на них может быть оказано. Но вряд ли это мейнстрим. Я думаю, что все-таки Запад не изменит своей твердой позиции на поддержку Украины. И исходя из того, что ни слова об Украине без Украины, я думаю, что окончательное решающее слово останется за политическим и военным руководством Украины. Прежде всего от ситуации на поле боя. Именно там сейчас решаются судьбы не только Украины, не только России, но и, ну вот, в какой-то степени всего мира. Игорь Александрович, а поле боя сегодня, вот уже сегодня, после удачного или успешного маневра по перемещению сил и средств на левый берег, жителям левобережья, оккупированной территории Херсонской области, стали приходить сообщения с эвакуацией. СМС-рассылки, эвакуируйтесь, номер телефона. То есть эвакуация продолжается. Вы знаете, здесь есть две стороны. Как в таких случаях говорят, две новости, одна хорошая, одна плохая. Хорошая новость заключается в том, что, в общем-то, видимо, все-таки отступление продолжается. Ну, до каких пор? Видимо, все-таки, ну, вот то, что сейчас российские войска и, так сказать, их прислуга роют окопы на перешейке, рассчитывая все-таки главную оборону занять перед Крымом. Это одна история. А вторая история, что, видимо, будет продолжено то чудовищное преступление, которое путинский режим совершил в Херсоне, а именно насильственный вывоз граждан Украины, просто насильственный вывоз. То есть граждане Украины были насильственно вывезены сначала в Крым, а потом вглубь России. То есть это массовое похищение людей. Массовое похищение людей против их воли. Потому что действительно граждан Украины из Херсона насильственно вывозили транспортами в чужую враждебную им страну. То есть это чудовищное преступление, одно из тех, которые совершил путинский режим на территории Украины. И я думаю, что это преступление продолжается. Вот судя по той информации, которую вы сейчас только что обозначили, я думаю, что вот будут пытаться насильно вывести граждан Украины и с левого берега. Ну, что я могу сказать? Счет этим преступлениям ведется, и Международный трибунал все ближе. С каждой победой украинской армии он приближается. Что происходит с переговорами и позицией Соединенных Штатов по переговорам? Потому что, ну вот, например, Джулиана Смит, это постпред США при НАТО, заявила в интервью, ну опять-таки снова итальянской газете, что США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, ну, считают, определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский. Мы разобрали уже вот эти 5 пунктов и шестой в уме Владимира Зеленского, но ведь у него же тоже ситуация, давайте будем говорить прямо, не совсем комфортная. Вот с 24 числа так и подавно. А сейчас после обстрела энергетики украинской и, собственно, там вот этих денег, которые западные партнеры дают по чайной ложке, вместо того, чтобы, собственно, закрыть этот вопрос. И голова у Зеленского будет болеть и о том, что будет происходить на подконтрольных Киеву территориях, относительно мирных территориях. Как вы думаете, здесь вот снова все приходит
вот к личности Зеленского? Нет, конечно. Личность Зеленского сейчас заслуживает огромного уважения. Зеленский в личном качестве становится действительно одним из таких лидеров, ну, скажем так, знаменем вот сегодняшней борьбы за свободу, мировым знаменем. Но он это делает, он стал таковым, конечно, не только и не столько благодаря своим личным заслугам, которые, безусловно, есть. Он оказался достоин своего поста. Но беда ведь Путина в том, что за Зеленским стоит украинский народ. И не только украинская армия, но украинский народ. И вот сила Зеленского сегодня, его неизгибаемость, она просто непосредственный источник этой силы, это украинский народ. Потому что украинский народ полностью и целиком сейчас, там, я не знаю, последние опросы, там порядка 90% выступают за то, чтобы продолжать войну до победного конца, то есть до полного изгнания оккупантов с украинской территории. Несмотря на то, что украинцы сидят без света, частично без воды, без интернета, без связи, это все ужасно. Мы каждый день общаясь, вот я каждый день общаюсь с украинскими журналистами, входя в украинские каналы, и постоянно прерываются, говорят: так, минуточку, сейчас мы все перезапишем или переподключимся, потому что нет света. Ну, вот это вот будни. Да, это все привычно уже, или там общаешься с каким-то украинским телеканалом и говорят: так, слушайте, на нас, кажется, летит ракета, тут вот тревога, нам нужно как-то немножко сворачиваться. То есть это вот будни Украины сегодняшние. Это воспринимается украинцами очень спокойно, мужественно, никакой паники нет. Ну, по крайней мере, поиски этой паники, они всегда заканчиваются неудачей. Ее просто нет. Поэтому украинский народ это то, что сегодня решает. И поэтому Зеленский просто это очень хороший перевод с языка украинского народа на язык международного общения. То есть он просто выполняет волю украинского народа. И делает это очень хорошо, за это он имеет огромную поддержку во всем мире. Я просто приведу маленький пример этой поддержки и отношения планеты к Зеленскому. Значит, во время, вот недавно, так сказать, были какие-то очередные выборы в Тайване, и один из кандидатов, тайваньский политик, на своем билборде опубликовал следующую надпись, что я буду защищать Тайвань так, как Зеленский защищает Украину. Тайвань, где он там находится, да? Вот отношение такое. Зеленский это знамя сегодня, так сказать, мировой лидер в борьбе за свободу. Безусловно, это означает, что вот таким лидером сегодня флагманом этого свободного мира является Украина. Потому что Зеленский это не какой-то одиночка, правозащитник, который в личном качестве, там, как, так сказать, Сахаров или мать Тереза, является каким-то личностно титаном, который, так сказать, противостоит мировому злу. Он просто возглавляет их успешно, достойно, мужественно это делает. Возглавляет украинский народ, который является, вот украинский народ является сегодня тем самым лидером свободного мира, которым, ну, всегда вроде как были Соединенные Штаты Америки, но сейчас они немножко устали, хотя и сейчас их главная заслуга в том, что они помогают Украине. Ну, можно сколько угодно говорить, что они делают это недостаточно, это тема отдельного большого разговора, но тем не менее их помощь тоже неоценима. Без этой помощи было бы намного труднее. Игорь Александрович, что происходит с Рогозиным? Сначала он был с позывным «Космос», позже стал с позывным «Сармат». Немного еще позже, во время как раз-таки освобождения Херсона, вот в эти дни, говорит, что все равно вооруженные силы Российской Федерации победят. Что, скажем так, движет этим одиозным некогда, ну давайте так, некогда значимым персонажем в российской политике?
Вы выбрали для анализа фигуру, которую действительно вы сами сказали, что это некогда, да, то есть это человек, который когда-то играл какую-то роль, сейчас он никакой роли не играет, значит, вообще, то есть это факты в его биографии уже все, уже это вот его биография. Ну, я не очень гожусь на роль личного биографа товарища Рогозина, но я бы, вот тот пример, который вы привели, я бы просто на его примере разобрал более широкие и более значимые процессы, с вашего разрешения, если позволите. Вот то, что происходит в головах этих людей, это вот обитатели телевизора, обитатели российской политической сцены, очень хорошо демонстрирует другой человек, который продолжает играть некоторую роль во всех этих медийных и политических процессах. Это Владимир Соловьев, с которым происходят тоже такие же вот изменения, очень забавные. Значит, и я бы здесь выделил в сознании и вот в том, что происходит во внутреннем мире этих людей, три пласта. Вот Владимир Соловьев. Значит, официальный пласт – это выполнение установки Кремля на то, что ничего не произошло, возвращаясь к Рогозину. Мы победим. Это мудрое отступление, вспоминают Кутузова. Потеряв Москву, мы не потеряем Россию, потеряв армию, мы потеряем Россию. Это мудрое решение, героическое решение генерала Суровикина, мудрое решение Шойгу и, конечно, сверхмудрое решение Путина. Это плановое отступление, как говорила Скобеева. Значит, мы все равно победим, как сказал упоминаемый вами Рогозин. И это ровно это постоянно звучит в телевизоре. То есть все в порядке, все подконтрольно. В Багдаде, то есть в Москве все спокойно, все хорошо, мы держим удар, мы все равно победим и так далее. Плановое отступление, потом мы все вернем и так далее. Это официоз. Это официальная картинка на государственном телевидении. Ну и, скажем, других государственных вот, официальных флагманах вот этих вот информационных войск. Но на своем YouTube-канале мы видим совершенно другого Соловьева. Это рычащий, орущий, плюющийся ненавистью, там, я не знаю, уже окончательно утративший человеческие черты, существо, которое вопит, орет, рычит, плюется. Где расстрелы? Что это за такое? Почему вот это допущено? Такой позор. Где, кого расстреляли? Кто застрелился сам? Кто хотя бы в отставку подал? То есть это совершенно, это истерика. Это ненависть. И за этим скрывается, это второй пласт. И за этим скрывается третий пласт сознания этих людей. Это паника, это страх, это ужас перед грозящей ответственностью. Вот в глазах вот этого бьющегося в истерике Соловьева мы видим ужас перед затягивающейся на его шее петле, как это было, он в его голове все время стоит Штрейхер, его последние минуты жизни, который, так сказать, сквозь мешок там кричал «Хайль Гитлер», когда его вешали. Соловьев не будет так кричать. Соловьев ищет спасения, личного спасения. Значит, что он там будет кричать в момент трибунала, ну, не знаю, но, по крайней мере, сейчас он уже готовится к тому, чтобы, так сказать, когда путинский режим падет, выйти в эфир, если успеет, и сказать, ну, наконец-таки, как долго мы ждали, как долго мы боролись за это, я давно предупреждал, я считал, что, так сказать, ну, и так далее. То есть, он попытается переобуться, он попытается возглавить какой-нибудь комитет по депутинизации России, вот, и будет обвинять, так сказать, ну вот меня и таких, как я, что мы плохо боролись с путинским режимом. Это для меня совершенно очевидно. Или попытается быстренько уехать куда-нибудь в Латинскую Америку, не знаю куда еще, ну не знаю, где его не выдадут, и где он сможет сменить внешность и попытается вывести свои миллиарды украденные. Но вот это вот состояние многих из этих людей.
Оно по-разному проявляется, но вот эти три пласта: официальный — все идет по плану, неофициальный — какой кошмар, надо всех расстрелять и надо что-то делать, и базовый пласт: спасите, помогите, убивают, и где я буду харчеваться, и куда мне бежать. То есть это вот три пласта, они характерны для всех обитателей путинского телевизора. Ну, некоторые, так сказать, там идет у них такое переворачивание сознания, некоторые впитали в себя собственные испражнения ментальные до такой степени, что они стали частью личности. Ну, вот, например, последнее заявление Дугина. Не знаю, попадалось ли оно вам. Да, Вот. да. Да, ну вот это вот отдельная история. Это человек, который питается собственными испражнениями ментальными и действительно отравлен уже там весь организм. Я просто, так сказать, личностно не знаком с этим человеком, но я с ним преподавал в одном вузе и входил после него в аудиторию. И, так сказать, первое, что я говорил после того, как здравствуйте, дорогие друзья, начнем наше занятие. Я говорил, давайте проветрим помещение. Очень сильно пахнет серой. Это вот то, что я говорил своим студентам после того, как входил в аудиторию, где только что был Дугин. Ну вот его истерика, его крики о том, что... На самом деле предупреждение Путину о том, что, так сказать, он отвечает лично за этот провал, и что вот, так сказать, надо переводить это все. То есть это борьба с сатаной, что, ну, в общем, короче, бред, который наверняка все слышали, в том числе в исполнении Медведева, которому вот написал, видимо, кто-то из близких Дугину. Нет, Вот ну это... смотрите, а что будет потом? Вот потому что вот заявление Дугина, конечно, оно очень ярко иллюстрирует вот то, о чем мы с вами говорим, но меня интересует, когда мне оно попадалось, меня интересует, ну, неужели на первого, как они там любят называть Путина, да, э, можно позволить, ну, себе, ну, вот такое. И сразу думается, погодите, если он это сделал, значит ему или разрешили, или каким-то образом гарантировали какую-то безопасность, особенно в его случае со взрывом автомобиля с дочкой, это отдельно вот стоит вопрос безопасности. То есть практически что это обозначает, это заявление? Давайте некоторые точки над «и» расставим. Это заявление сделано на канале «Царьград». Это канал, так сказать, ну, такого специального человека по фамилии Малафеев. До некоторого времени, ну, официально считается, что это канал аффилировал с РПЦ, но хозяин его Малафеев. Безусловно, это и Дугин, и Малафеев, это до некоторого времени были и продолжают оставаться частью путинских информационных войск. Дугина, как известно, после, так сказать, взрыва его дочери, кстати говоря, вопрос о том, кто ее взорвал, то ли спецслужбы, то ли какие-то упоротые, так сказать, российские нацисты, которые внутренние разборки делали, то ли это организовал через ФСБ сам Дугин. Такая версия, мне кажется, наиболее вероятной. Еще раз говорю, это человек... Стоп. Подождите. Организовал через ФСБ сам Дугин. Я думаю, что спецоперация, которая была с участием самого Дугина. Я так думаю. Я еще раз говорю, у меня нет инсайта, у меня нет, значит, какого-то внутреннего наблюдателя в этих процессах. Просто я знаком, так сказать, с деятельностью Дугина, и хотя лично, бог миловал, не приходилось общаться, но сталкивался с ним в коридорах. И еще раз говорю, я вот ощущал личность этого человека через студентов, которые на самом деле в большинстве своем просто смеялись после его лекций. Значит, Дугин — это существо, отравленное собственными испражнениями ментальными, идейными. И я думаю, что он вполне в состоянии, так сказать, убить свою дочь, принести в жертву свою дочь. Вот он к этому готов.
я не утверждаю, что он это сделал, ну, вернее, так сказать, не он, а, значит, вместе там с какими-то спецслужбами устроили такую сакральную жертву. Вот это вот вполне возможно. Ну, опять-таки, скажем так, это гипотеза, которая, с моей точки зрения, не лишена оснований. Вот Да. принести сакральную жертву для того, чтобы устроить, чтобы потом устроить, так сказать, истерику на этой почве. Так вот, но на самом деле сегодня, и, кстати, после этого Дугина стали приглашать в Кремль, чего раньше не было. И он действительно, так сказать, ну, его там западные аналитики, ничего не понимающие в том, как устроена Россия, считали духовным отцом Путина. Да? Значит, ну, это свидетельствует о степени понимания того, как устроена путинская Россия, как устроена администрация президента и вообще окружение Путина. Ну, бог с ними. Ну, красивая сказка. Но Дугина действительно стали приглашать в Кремль, не к Путину, конечно, а к кому-то из, там, я не знаю, вряд ли даже к Кириенко, хотя, может быть, и к Кириенко тоже, может быть, к Харищеву, или кому-то из тех, кому было поручено, так сказать, слепить идеологию из фашизма, коммунизма и монархического имперства. Вот. Но я полагаю, что, так сказать, на сегодняшний момент вот сама вот эта вот логика маразма, в которой находится развитие маразма, в которой находится Дугин, она привела его вот к таким вот выступлениям. Я думаю, что, ну, канал «Царьград», еще раз подчеркиваю, это периферия российских информационных войск. Ничего подобного, конечно, на государственном телевидении или на тех каналах, которые действительно считаются, ну, фактически государственными, такие как НТВ, ничего подобного сказано быть не может. Время сказать это на федеральных каналах не пришло. Для этого сначала должно произойти то есть некоторые другие механизмы должны включиться. Прежде всего, силовики должны перестать окончательно поддерживать Путина. Вот тогда это будет возможно. Тогда действительно Россия вступит в смутное время по полной программе. И тогда может быть все что угодно. Тогда и на федеральном телевидении может появиться Дугин со своими с криками, так сказать, значит, это самое, там, антихрист наступает, и покажут фотографию Путина, значит, тогда Соловьев заорет свою, начнет орать истошным басом анафема уже в адрес Путина и так далее. То есть мы это, я не знаю, увидим мы это или нет, но это одна из версий событий. Но для этого силовики должны перестать поддерживать Путина. Сегодня армия уже находится на пути к этому, но, безусловно, помимо армии существует еще и ФСБ, существует еще и Росгвардия, и еще примерно 20 силовых структур, которые наводнили Россию. Пока вот этого перелома внутри России не произошло. Но уже признаки вот этих трещин мы видим в отношении между Генштабом и Путиным, когда явно по команде Путина началась атака на Генштаб, и первая жертва уже принесена, генерал Лапин. Значит, мы видим буйный протест значит, мобилизованных, которые матом кроют командование. Мы видим ситуацию на фронте, так сказать, когда тоже, в общем, люди не понимают, за что они умирают, и, так сказать, тоже протест, в том числе и на фронте, происходит. То есть, на самом деле, это трещина. Вот армия уже на пути к тому, чтобы перестать поддерживать Путина. Пока еще вот этот вот, так сказать, одноклеточный генерал по фамилии Суровикин, пока он еще, так сказать, ну, как бы держится, его поддерживает оголтелая, так сказать, оголтелая партия войны во главе с Кириенко, куда входят и Пригожин, и Кадыров, они вот являются опорой. Пока армия еще выполняет его приказы. Но это до поры до времени. Дальше трещина пойдет глубже, и в конечном итоге я думаю, что путинский режим, скорее всего, рухнет. Когда? На этот вопрос, я думаю, что давать сейчас ответ совершенно безответственно. Я хотел вот здесь продолжение этой темы военно-идеологической задать вам вопрос. Ну, информация появилась по поводу того, что в Петербурге появляется новая ЧВК под названием Андреевский крест. В Кронштадте была с 2017 года как бы вот такая база, но вот активизировалось движение именно сейчас.
А разлет дат очень интересный. То есть с 2017 года это все готовилось. И вот сейчас создается ЧВК, и их там тренируют. Православная ЧВК, Андреевский крест. И накладывать православие на ЧВК, я относительно православный человек, ну, как бы я верующий, но я не религиозен, потому что, ну, в общем, как бы все понимают о том, что как бы верим в Бога, считаемся православными, но не слишком там скажем так, в церковь Конечно. ходим и соблюдаем все посты и так далее. Но для меня, для человека плюс-минус как бы образованного, у которого был в университете предмет религиоведения вообще-то, для меня это нонсенс. Православная ЧВК. Игорь Александрович. Вот между нами есть несколько отличий, помимо разницы в возрасте, в фамилии, в имени и в гражданстве. Существенное отличие заключается в том, что я не только не православный, к православию отношусь как вообще в целом, как к ветви христианства, довольно негативно. А уж если говорить о РПЦ, как организации, через которую, через структуру, через которую люди в России приходят в православие, я здесь отношусь к этому резко негативно, то есть с чувством глубочайшего отвращения. Считаю, что это трагедия России, русского народа, то, что сначала было выбрано православие в качестве конфессии, это большая проблема, потому что нет в мире сегодня ни одной успешной православной страны. Ни одной. Вы не можете назвать ни одну успешную православную страну. Греция, она успешна только благодаря тому, что она в Евросоюзе. И Евросоюз тянет этого небольшого бегемота из болота православия. Это вот мое отношение к православию. Это гиря на ногах любого народа. Обоснование у меня есть, я его неоднократно давал. Там в самой, так сказать, религиозной доктрине там есть серьезные пороки. Но бог с ним, это, так сказать, симфония с властью, отсутствие, так сказать, отдельного, то есть слияния с властью, фактически означающего ее обслуживание полное. И второе, это, так сказать, вот это вот уничтожение индивидуального человека. То есть это вот то, что в православии тоже есть. Значит, человек должен слиться с государством. Это тоже существует. Так вот, а уж если говорить о русском православии, это отдельная проблема. Это первое. Поэтому для меня вот все то, что сейчас происходит, то, что там святую воду брызгают на те снаряды, которые летят в Украину, это будни с сегодняшнего православия российского именно. Поэтому для меня совершенно нормально, логично то, что, так сказать, православный ЧВК возникает. Ну, так сказать, русская православная церковь, на мой взгляд, это преступная организация. Просто именно как организация. Называть преступной религию, конечно, нельзя. Как всякие взгляды, но я, несмотря на то, что я агностик, ну, скажем так, для простоты, скажем, атеист, вот, я просто не знаком, не представлен Господу Богу, и у меня, так сказать, я ничего не знаю о его существовании, и он, скорее всего, обо мне тоже ничего не знает. Поэтому здесь это то, чем мы существенно с вами отличаемся. Но именно РПЦ, поэтому я ничего не говорю никогда о взглядах религиозных людей. Но РПЦ как структура, существующая для удовлетворения религиозных потребностей людей, я считаю, что это организация преступная. Прежде всего потому, что она не удовлетворяет религиозные потребности людей, а она их конвертирует в фашизм. Вот основная функция РПЦ как религиозная организация заключается в том, чтобы перерабатывать религиозные потребности людей в ненависть к другим народам, в войну. То есть, на самом деле, если выражаться религиозной терминологией, то они, РПЦ во главе с Гундяевым,
агентам КГБ, они занимаются переработкой религиозной, тягой людей к Богу тягой людей к сатане. Вот это выражаясь религиозным языком. А точнее, просто это переработка религиозных потребностей людей в фашизм. Вот это то, чем занимается РПЦ. Именно как религиозная организация. Ничего не говоря плохого о христианстве, которое сыграло огромную роль в человеческой цивилизации. Вот мое отношение к этому. Игорь Александрович, Белоруссия, или правильно говорить, Беларусь официальная, высказала претензии официальному Киеву за то, что те со стороны Киева минируют границу. Ну, как бы высказала и высказала, но с историями, которые сейчас мы видим на юге, с дальнейшей эвакуацией мирного населения с левобережья, которую мы обсудили, понятно, с освобождением Херсона, как-то вот немножко с прищуром и каким-то таким хитрым ожиданием смотришь в сторону севера. Как вы думаете, белорусское направление еще эта фишка на столе? Ну, скажем так, это очень небольшая фишка. Она, конечно, на столе. И на сегодняшний момент сопротивление товарища Лукашенко, который всеми четырьмя копытами упирается и рогами упирается, и пытался все это время не допустить втягивания непосредственно военнослужащих там, армии Беларуси в войну против Украины. Лукашенко делал все. Он предоставлял свою территорию в полное распоряжение Путина. Он он готов был ехать в Абхазию, он готов был поддержать все. Но, кстати говоря, строго говоря, Крым-то он, в общем-то, не признал. То есть этого он не сделал вот так вот на государственном уровне. Значит, сейчас произошло следующее. Фактически белорусские войска Лукашенко сдал Путину. То есть он влил их в некую объединенную группировку, которой, естественно, командуют россияне. То есть российско-белорусская группировка, которая базируется на территории Беларуси, и командование там перешло к россиянам. То есть фактически он сдал армию в аренду Путину. Значит, и теоретически теперь уже нет никаких препятствий для того, чтобы вот эта группировка атаковала, вторглась на территорию Украины с севера. И там окажутся, естественно, белорусские военнослужащие. Опять здесь вашим собеседником на моем месте должен быть какой-нибудь квалифицированный военный эксперт, который адекватно оценит потенциал этой военной группировки и готовность украинцев, украинской армии ее уничтожить. Я общался с многими военными экспертами, ну, многими это значит там где-то порядка 10. В том числе и в моих эфирах тоже были военные эксперты. И они все в один голос говорят о том, что вот эта группировка, в том числе потенциал белорусских войск, крайне невелик. И она будет просто уничтожена. Она будет просто утилизирована, то есть Украина к этому готова. Я думаю, что если это произойдет, это очень сильно сократит дни самого Лукашенко и его режима. Потому что белорусские военные, частично уничтоженные на территории Украины, они вернутся, а частично сумевшие уползти к себе обратно через границу. Скорее всего, поскольку разница между Путиным и Лукашенко заключается в том, что Путин у себя внутри страны, в России, пока еще пользуется достаточно увесистой поддержкой, в том числе силовых структур, которых неизмеримо больше, чем у Лукашенко. Ну и значительная часть населения по-прежнему поддерживает Путина. Я не знаю, что так сказать,
На самом деле там происходит, что называется, в толще народной, но пока еще поддержка есть, благодаря телевизору, по крайней мере, это происходит. Так вот, Лукашенко не пользуется поддержкой значительной части населения, что показали выборы. Ничего с этого момента не изменилось. Реальный президент Беларуси — это Тихановская, которая сообщение между Вильнюсом и Минском, там не очень большое подлетное время. И в качестве вот той ракеты, которая долетит до Минска из Вильнюса, будет госпожа Тихановская, которая при определенных обстоятельствах прилетит в Минск, и белорусский народ вместе с вооруженными силами просто ее внесет в президентское кресло. Этот сценарий возможен. Просто в России разница в том, что у нас нет законно избранного президента, у нас нет альтернативы, законно избранной, легитимной альтернативы Путину. Вот. И поэтому вот такой сценарий невозможен. А в Беларуси этот сценарий возможен. Просто, так сказать, возможно, просто потому что воплощение, там можно по-разному относиться, там Тихановская, это сейчас вообще не предмет обсуждения, но воплощением воли народной является Тихановская, а не Лукашенко. Да. Поэтому для Лукашенко этот сценарий самоубийственный. Ну, он возможен, потому что он уже сдал в аренду армию Путина. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Игоря Яковенко. Он будет отмечен как Игорь Яковенко будет отмечен как пользователь YouTube, и когда перейти, кликнув на его имя и фамилию, вы попадете на его канал. Там тоже следите за прямыми эфирами, беседами и, скажем так, аналитикой и взглядом на все происходящее Игоря Яковенко. Также всех приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий, что вы думаете по поводу тех тем, которые мы вот обсудили с Игорем Александровичем. Финальный вопрос. Короткий, как выстрел из пистолета. Игорь Александрович, читаю новость. Семье, которая эвакуировалась из Херсона, из 3 человек, выдали сертификат на покупку жилья на сумму 5 миллионов рублей. И федеральная власть обеспечивает вот все, что будет. А сидит же, наверное, какой-нибудь россиянин с ипотекой, или которому даже отказали в ипотеке, которому с работой сложно, и задается вопросом: а мне? Ну да. Вы знаете, вот все это как-то откладывается в сознании, все вот это вот накапливается, пока это все не стреляет. Пока вот эти грозди гнева, они накапливаются, они никак не проявляются. Но в момент, когда так сказать, начнется действительно, вот мы сейчас это видим как признаки смуты. Когда начнется смута, все это выйдет на поверхность. Все это будет предъявлено Путину, все это будет предъявлено режиму. Ну и начнется классическая русская смута. Я не утверждаю, что этот вариант развития событий неизбежен. Какие-то люди, в том числе очень серьезные, очень умные, думают о том, что они смогут обуздать вот этот вот взрыв протестов, вот эту вот возможную гражданскую войну, очень вероятный распад России. Надеются, что можно будет создать какое-то временное переходное правительство, которое будет очень разумным, мудрым, либеральным. Ну, понимаете, что называется, дай бог удачи этим людям. Я с трудом представляю себе вот эту дорожную карту, которая отделяет сегодняшнее состояние России, фашистского государства, фашистской империи, вот этот переход к демократической, мирной России, которая возглавляется мудрым руководителем или мудрым парламентом. Я не вижу этого перехода. Может быть, в силу особенностей или недостатков своего зрения. Но я не знаю в истории человечества примеров, которые без полного
полной капитуляции и, так сказать, внешнего управления, как это было в Германии, как это было в Италии, в Японии. Там было внешнее управление, когда страну сначала разгромили, потом полностью подчинили, ввели оккупационные войска, и то есть, условно говоря, вот этого безумца, его сначала подавили, зафиксировали, обездвижили и начали лечить. И лечили, если говорить о Германии, ну, не меньше 3 десятилетий, после чего больной стал выздоравливать. Вот так можно. Я не очень понимаю, кто будет оккупировать Россию. Кто будет вводить внешнее управление в стране с ядерным оружием. Еще раз говорю, дай бог удачи тем, кто хочет такого развития событий. Я искренне надеюсь, что я ошибаюсь. Но я не могу себя заставить говорить то, что я не думаю. Я не очень понимаю, как это произойдет. Я думаю, что Россию ждут очень тяжелые времена. Вот. Распада России я, конечно, не хочу, потому что это сотни тысяч, а возможно и миллионы жертв. Но я не понимаю, как этого можно избежать. И я думаю, что такой распад, ну, не знаю, может быть, это будет избавлением от вот этой фашистской империи, которая представляет собой главную угрозу человечества. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать в завершение? Слава Украине! Да, Поздравляю! героям слава. Спасибо вам огромное за этот разговор, Игорь Александрович. Благодарю. Друзья, спасибо вам за просмотр этого ролика. Поставьте лайк, подпишитесь. Увидимся обязательно.